Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Босния и Герцеговина все еще не оправилась от кровавой войны 90-х, и насилие в отношении женщин широко распространено. Но убийство бывшей жены в прямом эфире шокировало жителей балканской страны. Инцидент произошел утром 11 августа 2023 года в городе Градачац на северо-востоке Боснии. Местный фитнес-спортсмен Нермин Сулейманович опубликовал в известной запрещенной соцсети видео о том, что собирается убить, а зрители увидят убийство. Далее Сулейманович записал несколько видео, документируя свои действия во время этой ужасающей цепи событий. Прежде чем углубляться в трагический инцидент, давайте заглянем в предысторию Сулеймановича. Нермин Сулейманович был бодибилдером, фитнес-инфлюенсером и тренером. Он родился в 1987 году. Ему было 35 лет. Пока у него росло количество подписчиков в популярной соцсети, Нермин жил в Сибоваце, в Боснии, и был мужем и отцом. У него были напряженные отношения с матерью его дочери по имени Низама Хечимович. Культурист прославился в Боснии и Герцеговине не только как спортсмен, но и как человек с сомнительной репутацией. У него было несколько судимостей за наркотики, неоднократные столкновения с законом и конфликты с полицией. По данным местных СМИ, Сулейманович был членом банды наркоторговцев, когда его арестовали в 2013 году за продажу марихуаны и героина. Сулейманович сидел на стероидах и под их действием мог впадать в буйство. Биография 38-летней Низамы Хечимович является свидетельством ее стойкости и разрушительных последствий домашнего насилия. Жизнь Низамы, родившейся в Боснии и Герцеговине, была омрачена бурными отношениями с ее бывшим мужем Сулеймановичем. Ранняя жизнь Низамы, рожденной с мечтами и стремлениями, была многообещающей. Несмотря на трудности, она продемонстрировала замечательную решимость преодолеть препятствия и обеспечить лучшую жизнь для себя и своих близких. На последней фотографии, которой поделилась любящая мама в соцсетях, была стопа ее маленькой дочери, вместе с подписью «Будущее, ради которого стоит жить». Также она писала: «Ребенок сделает любовь сильнее, дни станут короче, ночи длиннее, денег меньше, дом будет счастливее, одежда станет более ветхой, прошлое забудется, а будущее станет достойным жизни». К сожалению, мать двоих детей жила в состоянии страха из-за своей сложной истории с Сулеймановичем. Решение Низамы сообщить властям о насилии, которому она подвергалась, потребовало огромного мужества. 4 июля женщина заявила в полицию. В заявлении Низама утверждала, что она была избита своим мужем 3 июля около 19:30 в семейном доме Нермина. Причиной побоев, по ее словам, стала приготовленная Низамой еда. Она показалась мужчине невкусной. В полицейских документах, в связи с чем были запрошены меры запрета, было указано следующее. Низама Хечимович получила видимые повреждения в области лица и других частей тела, что было хорошо видно у нее, когда она подавала свой отчет 4 июля 2023 года, около 15:40, когда она лично пришла в полицейский участок Градачаца и из-за полученных травм обращалась за медицинской помощью, что вызвало у нее чувство страха, угрозы и беспокойства.
Так что в тот же день она воспользовалась возможностью отсутствия Сулеймановича Нермина дома и вышла из дома Сулеймановича Нермина с ее ребенком. И с этого момента Сулейманович Нермин звонил по телефону, угрожая, приказывал вернуться в его дом, оказывал давление как на Низаму Хичимович, так и на ее близких родственников и друзей. В заявлении от пострадавшей говорилось: «Как бывшая жена, я хочу воспользоваться преимуществами закона. Не хочу делать заявление о событии, о котором сообщала 4 июля, но хочу, чтобы моему бывшему мужу запретили приближаться ко мне, пока ситуация вокруг нашего ребенка не будет урегулирована учреждениями компетентных органов. И я больше не хочу жить с Нермином Сулеймановичем. Я ушла из его дома с моим ребенком. И учитывая, что Нермин является жестоким человеком, он угрожал мне звонками, чтобы я вернулась как можно скорее и что он найдет меня, где бы я ни была. Так что я боюсь его присутствия». Судья городского суда в Градочаце принял решение не налагать на Нермина запретительный судебный приказ, мотивируя это отсутствием доказательств того, что насилие имело место в семье. Но газеты порицают действия властей, потому что заявление является доказательством, а также предполагаемые травмы и страх потерпевшей еще больше обосновывают запрос. В роковую пятницу, 11 августа 2023 года, Нермин Сулейманович появился в утренние часы перед домом тети Низамы Зияды, где она временно нашла убежище. По словам Зияды, Нермин начал стрелять, как только подошел к дому. Когда Низама поняла, что это он, она спряталась в комнате сына Зияды Нидима и заперлась. Когда он выпустил пулю, он не смог сразу войти в комнату. Он обошел дом. Я не помню, было ли открыто окно. Ему удалось выломать дверь и войти в комнату, где была Низама. Он ранил моего сына Нидима в ногу и погнался за ним на улице. Я выбежала с сыном на улицу и в слезах позвонила в полицию», – рассказывала Зияда. Нермин взял малышку и отнес ее в машину, а затем вернулся в дом к Низаме и стал избивать ее до смерти. Он бил кулаками, я плакала и звала на помощь. Когда они вышли из дома, он тащил Низаму за волосы. Я этого никогда не забуду. Она смотрела на меня и сказала: «Помоги мне, тетя». Я не могла ей помочь. Она кричала, просила о помощи, рассказывала тетя. Затем Нермин отвез Низаму и ребенка в коттедж в деревне Сибавац, недалеко от Градочаца. По словам владельца коттеджа, у Нермина не было ни ключа, ни разрешения туда зайти. Остается неизвестным, почему он выбрал именно этот дом. Но предполагается, что причина в том, что он находился вдали от главной дороги и окружен лесом. Нермин приволок Низаму на крыльцо дома и начал снимать прямую трансляцию, выйдя в популярную соцсеть. Видео, которое позже было удалено, на тот момент посмотрели более 12 тысяч человек. На нем можно было увидеть Низаму с тяжелыми травмами на лице и теле, сидящую на скамейке у крыльца. До похищения Низамы Нермин позвонил Эмиру Джиновичу, владельцу спортзала, в котором он работал. По его словам, Нермин сказал ему, что у него есть полчаса, чтобы забрать ребенка, и пригрозил убить его. В то утро мне позвонил Нермин. Перед этим меня разбудил отец. Потом Нермин позвонил мне и сказал: «Включи приложение, посмотри». А после отправил координаты местоположения. На видео Нермин сообщал своим подписчикам, что они станут свидетелями живой казни. «Эй, ребята, вы увидите то, чего никогда раньше не видели. Живое убийство. Это бойня». Затем видео перемещается по залитому кровью внутреннему дворику дома к тяжело раненой женщине, сидящей на скамейке, а на заднем плане плачет маленький ребенок. Сулейманович, утверждающий, что эта женщина его жена, требовал объяснить, почему она подала заявление против него в полицию. Она отвечает, говоря с большим трудом из-за своих травм, что боялась за себя и ребенка. Далее Сулейманович сказал, что он отец ребенка. Он также сказал, что его бывшая жена скрывала от него маленького ребенка более недели после того, как заявила на него в полицию о домашнем насилии. «Я предупреждал всех, что до этого дойдет. Она прятала моего ребенка в течение 8 дней», спокойно сказал подписчикам Нермин в прямом эфире.
Вот, смотри убийство в прямом эфире. Красиво и легко. Ты смотришь?» – говорил Сулейманович во время прямой трансляции, прежде чем небрежно выстрелить женщине в лоб. На видео видно, как ее голова слегка откидывается назад, но ее безжизненное тело остается в сидячем положении. Затем Сулейманович наводит камеру на плачущую малышку, лежащую на полу. «Вот кто-нибудь, придите и спасите ребенка. Идем дальше», – сказал он, прежде чем выйти из дома. Я пошел в отделение полиции и сказал, что знаю, где они. Мы прибыли на место, выйдя из-за коттеджа, увидели тело Низамы. Мы услышали звук, похожий на плач. Я взял ребенка на руки и побежал. Мне было страшно, потому что я подумал, что нас тоже собираются убить. Мы с полицией спрятались в лесу. Приехала машина, и нас отвезли в больницу. И ребенка, и меня. Рассказал Эмир Джинович. После жестокого убийства Нермин сел в машину и поехал обратно в Градачац. После выстрела в экс-супругу он объявил, что собирается убить еще больше людей. «Я жду, чтобы зарядить свое оружие и двигаться дальше». В течение следующего часа бодибилдер выполнил обещанное. Пока полиция преследовала мужчину, он транслировал в прямом эфире еще 2 видеоролика, в которых утверждал, что во время бегства застрелил еще как минимум 2 человек. Позже официальные лица заявили, что около 12 тысяч человек наблюдали за убийством в прямом эфире, а видео набрало 126 лайков. В ресторане он застрелил Дениса Андура, находившегося в его машине. Оттуда он направился в дом отца Дениса, Чингисхана, выстрелил ему в голову и ранил его жену. Он угнал автомобиль BMW у Чингисхана и планировал дальнейшее кровавое пиршество. Согласно противоречивой информации в СМИ, доподлинно неизвестно, был ли стрелявший знаком с убитыми ранее. В какой-то момент он ворвался в магазин «Рибо Лавач», весь в крови, требуя у продавца выдать ему боеприпасы. Я услышал резкое торможение и визг шин, и в магазин вбежал мужчина. Я подумал, что это такой же покупатель, как и все остальные. Рассказывал продавец Яшаревич о том, что произошло в магазине в тот день. Затем Нермин направил на него свое оружие. Он направил пистолет мне в голову и сказал: «Дайте мне все патроны калибра 9 мм». Передо мной лежали боевые патроны нужного калибра, но я дал ему 5-6 ящиков холостых патронов. Пока он шел, один ящик с боеприпасами выпал, и он пнул его. Говорил Яшаревич и добавил, что после этого Нермин вышел из магазина. Затем он ранил 3, женщину и 2 полицейских. Он скрылся на Шкоде, и я не смог догнать его на своем БМВ, сказал он о полицейском, в которого стрелял. Неизвестен момент, когда он ранил полицейского Хусейна Каторича, пытавшего его остановить. К счастью, он отделался легкими травмами. Скорее всего, после ограбления магазина Нермин во 2-й раз вышел в прямой эфир и сообщил, что убил 3 человек. Затем он сказал, что зарядит оружие и продолжит. Осознал ли он, что вместо настоящих боеприпасов получил болванки, неясно. Затем он поспешил скрыться из города, убежав на ферму в Донье-Леденице. Именно благодаря прямой трансляции в соцсети полиции удалось найти его и вскоре окружить заброшенную ферму, где он прятался. Сотрудники полиции находились на месте и приняли необходимые меры и действия. На место были отправлены бригады подразделения полиции для специальной поддержки, заявляли местные власти МВД округа Тузла, прежде чем подозреваемый был загнан в угол. Когда он понял, что ему некуда бежать, он покончил с собой, выстрелив себе в голову, находясь в этот момент в машине. Ади Сакич, владелец дома выходного дня, где Нермин Сулейманович жестоко убил свою жену, утверждает, что сожжет его дотла. Ади находился в отпуске и, как и все мы, был ошеломлен тем фактом, что убийца привез туда свою жену, чтобы убить ее. Он не получил ни разрешения, ни ключа, чтобы входить в дом, которым пользовался отец Ади, пока был жив, и который сейчас редко посещают, объяснял владелец. Видео было удалено из социальной сети из-за проявленного в нем крайне жестокого насилия. В настоящий момент люди не могут найти видео в Telegram, а ссылка на жуткое видео недоступна.
Пользователи сети были в ужасе, наткнувшись на видео, и сказали, что не забудут такого и что это было худшее решение – посмотреть живую казнь. Люди также объясняли, что были до последнего уверены, что бодибилдер не станет убивать свою бывшую жену на глазах у стольких людей. «Это огромный позор для нашего общества», заявил боснийский министр по правам человека Севит Хуртич. Полиция заявила, что люди, которые писали поддерживающие сообщения, нажимая на посты этого человека в ту пятницу, будут допрошены и, возможно, могут столкнуться с юридическими последствиями. Организация Объединенных Наций в ужасе от того факта, что убийство женщины-жертвы транслировалось в прямом эфире через социальную сеть, что является одним из последних в череде фемицидов и серьезных случаев гендерного насилия в Боснии и Герцеговине, сообщалось представительными лицами. По данным СМИ, Сулейманович был членом печально известной преступной группировки из Градачаца, лидером которой является Эльвир Кудузович, который, по мнению убийцы, ранее состоял в отношениях с его женой. В ночь перед тем, как Нермин Сулейманович начал свою кровавую кампанию, в районе Брчко были подожжены 2 дорогие машины, принадлежавшие Эльвиру Кудузовичу. Последняя крупная совместная работа Кудузовича и Сулеймановича была сделана, говорят, за 15 дней до перестрелки в Градачаце. Однако, что несколько нарушило отношения между Кудузовичем и Сулеймановичем, так это убежденность Нермина в том, что его жена Низама ранее состояла в отношениях с его боссом. Поэтому следственные органы подозревают, что поджог автомобиля Кудузовича мог иметь какое-то отношение к убийце и последовавшей за этим бойне. Некоторые СМИ утверждают, что Сулейманович был связан с главным криминальным авторитетом из Градачаца Эльвиром Кудузовичем, чья группировка пала в 2013 году. В обвинительном заключении против Эльвира Кудузовича и его подельников указывалось, что в период с 2006 по 2013 год они организовали группу, которая совершила ряд вымогательств, хищений, мошенничества, крупного хищения, хранения оружия и других преступлений. Сулейманович вместе с Кудузовичем отвечали за разгрузку наркотиков, переправленных в Хорватию на судне «Послусан» в 2014 году. Лидером этой преступной группы был гражданин Боснии и Герцеговины. Никола С. Сулейманович признал себя виновным и после окончания судебного разбирательства вернулся в Боснию и Герцеговину, где продолжил работать на преступную группу Эльвира Кудузовича. 10 лет назад, когда сотрудники полиции проводили операцию «Бутик» и разгоняли преступную группировку Эльвира Кудузовича в его доме, рядом с частным спортзалом, была обнаружена пыточная. По информации следствия, Сулейманович также время от времени занимался там. «Я не в первый раз убиваю», была фраза Сулеймановича в одной из своих речей во время трансляции серии убийств. Однако, остается неизвестным, убивал ли Сулейманович Дыракового 11 августа и кого, поскольку он так и не был привлечен к ответственности за это. Однако Нермин был осужден за покушение на убийство в Градачаце. В сотрудничестве с Эльвиром Кудузовичем и его родственниками в 2005 году он избил металлическим прутом рабочего в Градачаце, за что был приговорен к 5,5 годам тюремного заключения. Затем Кудузович и другие организаторы бежали в Венгрию и не были привлечены к ответственности. В ходе расследования выясняется, кто мог владеть информацией, где прятались Низама и ребенок после сообщения, что она покинула их общий дом и искала убежища от своего преследователя. По словам ее тети Зияды, Низама пряталась в ее доме 7 дней, а на 8-й, как она утверждает, кто-то раскрыл ее местонахождение. При этом тетя заявила, что о месте жительства Низамы было известно только полиции. Дженана Селимович, его любовница, рассказала этому монстру, что Низама прячется у меня, рассказала убитая горем тетя. В настоящее время устанавливается, кто из сотрудников МВД мог сообщить Сулеймановичу о местонахождении Низамы, которая скрывалась у своей тети, и какова роль во всей этой истории Дженаны Селимович, женщины полицейского из управления Градачац.
СМИ сообщали предположение о том, что у Сулеймановича и женщины-полицейского был роман, и что также подозревалось, что именно она предоставила ему информацию о расследовании и якобы сказала, где скрывались Низама и ее малыш. Женщина-полицейский на данный момент больше не находится в Боснии и Герцеговине. Ее могут отстранить от работы и привлечь к дисциплинарной ответственности, если будет установлено, что она состояла в отношениях с лицом, имевшим судимость. В СМИ также упоминалось о неком высокопоставленном инспекторе, работающем в полицейском участке Градочац. Как подозревают следователи, он долгое время поддерживал контакты с Сулеймановичем. Они даже вместе ходили в спортзал, и какое-то время убийца был еще и его тренером. Дочь этого полицейского якобы дружила с Сулеймановичем и удалила все соответствующие фотографии сразу после случившегося. Бакир Хичимович, адвокат полицейского, которого подозревают в разглашении Нермину Сулеймановичу нахождения его жены, твердо утверждает, что подозреваемая Джинана Селимович никак не была связана с убийцей. У моего клиента не было ни романтических отношений, ни каких-либо отношений с исполнителем этого чудовищного акта, говорит Хичимович. На вопрос, где Селимович была в тот роковой день, адвокат ответил, что ее вообще не было в стране. В момент этой трагедии она находилась в Италии в очередном ежегодном отпуске и узнала о событии из СМИ, а также о начатом против нее медийном линчевании, отметил адвокат. «У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло в Градочаце», сказал Нермин Никшич, премьер-министр Боснийской Федерации. Убийца в конце концов покончил с собой, но никто не может вернуть к жизни жертв. Власти не сразу представили какие-либо подробности или возможные мотивы стрельбы, а мотивы его насильственных действий остаются до конца неясными. Неясно, были ли у него какие-либо диагностированные проблемы с психическим здоровьем. По данным Балканской следственной сети, более 60 женщин в Боснии, население которой составляет 3,2 миллиона человек, были убиты своими партнерами за последние 7 лет. Причем в 2022 году было совершено 8 убийств. Более 1000 человек в Мианице под Градочацем отправили на вечный покой Низаму Хичимович, молодую мать, жестоко убитую собственным мужем. Родственники, друзья и люди, не знавшие ее, собрались перед домом ее родителей, чтобы отдать дань уважения девушке, которая слишком рано покинула этот мир. Во вторник, 15 августа, застреленных Дениса и Чингиза также похоронили. Однако пока неизвестно, когда и где будет похоронен их убийца. Знакомые утверждают, что отец убийцы сказал, что его не интересует этот идиот. Как стало известно, его тело до сих пор находится в холодильной камере мемориального центра Тузлы, куда оно было перевезено после вскрытия, и за телом пока никто из родственников и друзей не пришел. В мемориальном центре Тузлы рассказывают, что такого случая у них еще не было, что тело обязательно кто-то должен забрать. В тех случаях, когда у умершего нет семьи, чтобы похоронить его, государство или муниципалитет, где проживал умерший, берет на себя это. Судя по всему, муниципалитету придется поступить таким образом на этот раз. Друзья, как вы считаете, можно ли было предотвратить трагедию, если бы полиция вовремя среагировала на заявление покойной? Была ли Дженна Селимович тем, кто мог рассказать обезумевшему преследователю о том, где пряталась от него несчастная супруга? А также, что вы думаете об этой ужасающей трансляции, которую вел убийца? Делитесь вашим мнением об этом происшествии в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.